Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня у меня очень простое и вкусное блюдо. Мужики-хищники, и от такого блюда точно не откажутся. Много мяса, вкусный бульон. Посмотрите, какой прозрачный получается. Картошечка вся разваривается. И мяско очень мягкое, вкусное, что называется свежатина. Петрович у меня вот так ест. Он кусочки мяса обмакивает вот так в чесночке. Сейчас я вам скажу, вкусно это или нет. Это очень вкусно. Поехали готовить. Друзья мои, в кастрюлю я налила 2 литра воды, а мясо я взяла 600 грамм. Мясо порезала крупными кусочками. Любое берите мясо, то, которое вы едите. Обязательно мясо отправляем в холодную воду. И сейчас поставлю на огонь, пусть закипает. Достаточно крупными кусочками я порезала морковь. И такими же кусочками, даже немного крупнее, я порежу полкилограмма картофеля. Лука я взяла 150 грамм. Режьте не очень мелко. Раздавлю чеснок и порублю его кусочками. Друзья мои, несмотря на то, что я чеснок буду добавлять в самом конце, рекомендую его нарезать заранее. Друзья мои, еще понадобится мне 1 лавровый лист. Никаких специй я не добавляю. Единственное, что посолю. Лишь в конце, когда я буду подавать на стол, в тарелку мы добавим черный молотый перец. Друзья мои, бульон закипает. Добавляю 2 чайные ложки соли без верха. В процессе готовки буду пробовать и досаливать, если будет такая необходимость. И обязательно снимаем пену. Друзья мои, всегда снимайте пенку. Готовите бульон, снимайте пенку. Варите варенье, обязательно снимайте пенку. Варите компот, также снимайте пенку. Это абсолютно не полезный продукт. Если готовим на косточке, закипело, сняли пенку, проварили минут 5-8, сливаем воду, наливаем новую воду, забрасываем мясо на косточки и дальше уже готовим столько, сколько надо. Во всяком случае, я так делаю и всем советую. Все, сняли пену, загружаем сразу картофель, морковь, лук, все. Чеснок и лавровый лист будем бросать в самом конце. В процессе приготовления вода частично испарится. Закрываю крышкой и жду, когда закипит. Бульон закипел. Сейчас уберу огонь, чтобы бульон активно не кипел. Вот так достаточно. Закрываю крышкой неплотно и буду готовить в течение 1 часа 20 минут. Периодически буду посматривать. Если будет сильное кипение, убавлять буду огонь. Такое кипение позволит остаться бульону прозрачному. Все, через час 20 встретимся. Время вышло. 1 час 25 минут у меня варилось это блюдо. Забрасываем лавровый листочек и порубленный мелко чесночок. Немного чеснока я в пиалочку отложила и залью вот этим прозрачным бульончиком. В этот бульон Петрович любит мясом просто вот макать. Сейчас еще 1,5 минуты покипит, чтобы чеснок подружился с бульоном. Достаточно. Как видите, при такой варке бульон остается прозрачным и очень вкусным. Это очень вкусно. Это сытно. Это ваши мужчины однозначно оценят. И от такого блюда никогда не откажутся. Роскошно. И никаких особых усилий. Друзья мои, готовьте. И не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока.